Здравствуйте, дорогие рукодельницы, подписчицы моего канала. Меня зовут Елена. Я рада вас приветствовать на моем канале «Мир рукоделия и творчества. Вязание пряжа». Сегодня у меня будет разговорный влог, где я буду показывать и рассказывать, что я связала, что я буду вязать, свои новые проекты и работы, которые я связала, и они у меня находятся на последнем этапе завершения. Сейчас у нас в процессе, кто вяжет со мной, серый кардиган. Присоединяйтесь к новому проекту, будем вязать вместе. Узор связан вот по этой схеме. Для удобства просмотра всех мастер-классов я создала специальный плейлист, который называется «Учу вязать кардиган». В разделе тематики, где находятся все плейлисты, вы можете найти этот плейлист, и уже там я буду размещать все части мастер-класса по вязанию кардигана. Сейчас у меня готово только две части. В первой части я показывала и рассказывала, как вяжется узор для кардигана. Во второй части я показывала и рассказывала, каким образом я сделала расчеты для вязания кардигана. В третьей части я уже покажу вам, как вяжется рукав. И сегодня у нас будет у меня разговорный влог, болталка. Хочу показать вам, какие у меня текущие процессы, и рассказать о своих планах. На данный момент я связала кардиган. Высота вязаного полотна составляет 48 сантиметров. Кардиган я планирую вязать длинный, удлиненный. Где-то будет общая высота кардигана 75-80 сантиметров. Высота проймы для рукава у меня будет 22,5 сантиметров. Сейчас у меня связано около 50, вот 48. И еще планирую довязать вот этот моток. И буду уже выполнять срезы для проймы и вточного рукава. Рукав у кардигана у меня будет вточной. Я уже его связала. Вот таким образом он у меня выглядит. Это один рукав. Вязала я его по вот этой выкройке, которую я подготовила на основании своих замеров. Ширина вязаного полотна в районе запястья 19 сантиметров. Длина рукава 55-57 сантиметров у меня будет. До линии оката высота вот этой линии 39 сантиметров. Окат, высота там, где будет пройма, окат 16 сантиметров. Ширина 37-39 сантиметров. Каким образом сделала расчеты? Для того, чтобы определить вот эту линию, самую длинную часть рукава, надо объем груди разделить на 3, прибавить 2 сантиметра. Высота оката рассчитывается по формуле объем груди разделить на 8 плюс 3 сантиметра. Вот эту выкройку я начертила по своим размерам и вязала строго по выкройке. У меня получился рукав. Вот таким образом он выглядит. Я его наметала, срезы, и буду его перевязывать. Почему он мне не понравился, как он смотрится на руке, и внешний вид рукава мне не понравился. Я хочу его расширить в районе запястья и вот
в этой части немного сделать пошире, так как в данном варианте, если вязать строго по выкройке, он выглядит как моя вторая кожа. Я его сейчас примерила на себя. Вы можете посмотреть. Хотелось бы, чтобы все-таки он был немного в этой части посвободнее. Скорее всего, я сделаю здесь не 19 сантиметров в районе запястья, а побольше. И вот здесь увеличу количество прибавок. Здесь я набрала 6 веерочков. Второй рукав я перевяжу и уже тоже сошью, наметаю и посмотрю, каким образом будет смотреться измененная модель рукава. Уже не по выкройке. То есть, если вязать по выкройке, то данный вариант расчета мне внешне как выглядит уже готовая деталь не понравилась. Буду перевязывать. То есть на данном этапе получается, что у меня связана практически основная часть кардигана полотна. Осталось довязать вот этот моточек, довяжу. И буду уже вязать проймы, подрезы и горловину. То есть по своим замерам я опять же сделала выкройку. Буду вязать по выкройке. И показывать вам, каким образом я буду делать все вот эти убавления. Напишите мне в комментариях, пожалуйста. Вот сам рукав, его несложно вязать, просто я прибавляла в каждом ряду по одному столбику с одним накидом. И потом эти столбики выводила в узор. То есть здесь ничего сложного нет. Я думаю, каждый справится, если вы сделаете тоже так же, как... Сейчас еще хочу рассказать вам по расходу пряжи. Вяжу я из пряжи Бриллиант, торговая марка Vita. Цвет пряжи 4982. Крючок здесь производитель рекомендует 2,5, но я вязала крючком номер 2. Метраж у пряжи 380 метров в 100 граммах. Состав 45% шерсть ластер и 55% акрил. Со своей стороны эту пряжу я не рекомендую приобретать, так как качество, конечно, у пряжи, она шелковая, мягкая, из нее приятно вязать, но очень много встречается в мотке узелков, которые приходится прятать, чтобы не обрывать нить. То есть они очень промышленным способом очень небрежно закреплены. Мне это не нравится и омрачило свое впечатление о пряже. То есть не рекомендую ее к покупке. Значит, расход у меня связан рукав. Сейчас я вам покажу замеры. 39 сантиметров. 39,5 сантиметров это длина до линии оката. В районе запястья 19 сантиметров, то есть 9,5. И в самой широкой части у меня связано 38 сантиметров. Осталось всего лишь вот такой маленький моточек. На кардиган основное полотно, если у меня было куплено 2 упаковки пряжи по 5 мотков, это получается всего у меня было 10 мотков, сейчас у меня остаток. То есть вот этот моток я не беру в расчет, он идет на основную часть кардигана, остается 4 мотка пряжи. Это получается где-то 2 мотка у меня уйдет на вязание одного рукава, то есть на рукава расход 4 мотка пряжи.
И остается у меня, получается, всего лишь один моток. И мне не хватает для того, чтобы выполнить и довязать кардиган до завершения. То есть там еще потребуется пряжа для того, чтобы связать планки для пуговиц и выполнить обвязку со стороны низа и рукава и горловины. Я буду докупать пряжу, куплю еще одну упаковочку, чтобы точно мне хватило на тот кардиган, который я хочу, потому что у меня будет удлиненная модель, это 75-80 сантиметров. Кардиган очень такой плотненький получается, мне очень нравится. Он будет, пряжа немножко колется, если одевать на голое тело, она колючая, несмотря на то, что я ее стирала специальным, то есть перед началом вязания пряжу стирала в стиральной машине, использовала специальные средства для стирки шерсти, но все равно пряжа немножко колется. Сам внешний вид уже вязаного полотна мне очень нравится, потому что узор, он хотя и ажурный, но у меня я взяла изначально меньше размер крючка. Производитель рекомендует крючок 2,5. Я вяжу крючком номер 2. Это я сделала специально для того, чтобы уменьшить ажурность узора и чтобы кардиган он у меня был теплым и плотным. Так текстура полотна вязаного была плотная. И еще мне нравится в этой пряже, что она абсолютно не мнется и хорошо драпируется. И неплохо будет смотреться на фигуре. То есть очень пряжа себя хорошо ведет. И мне, в принципе, нравится. Но вот единственный омрачил факт, что это наличие узелков. В каждом мотке встречаются очень много узелков. Таким образом выглядит узор. Ну, как я сказала уже ранее, что рукав я буду перевязывать, так как он для меня некомфортен. Получился в этой области узкий. Хотя я вязала строго по выкройке. Немножко его расширю и уже приступлю к вязанию пройм и оката рукава. То есть осталось связать совсем немножечко. Это текущие проекты. В октябре я планирую начать вязать жакет голубой. И закончила вязать я проект, который был начат в сентябре. И на него тоже есть полный мастер-класс по вязанию вот такой кофточки. Создала специальный плейлист по вязанию кофточки. Если вас кого-то заинтересовала эта модель, пожалуйста, проходите по ссылочкам и присоединяйтесь к вязанию. В мастер-классах я показываю, каким образом вяжется каждый ряд вот этой кофточки. Я ее постирала, сейчас просушила. Мне необходимо ее отпарить и уже выполнить боковые швы у кофточки, спрятать ниточки, концы ниточек, которые были в процессе вязания, узелки, и уже выполнить обвязку горловины, пройм и низа кофточки. Это заключительный этап остался, на который у меня займет не так много времени. Присоединяйтесь, если вам понравилось, то эту кофточку можно носить не только летом с топиком, так как она достаточно ажурная, но и я ее планирую носить зимой, весной, осенью с водолазкой ажурной. Будет очень красиво, неплохо смотреться. Потом уже, когда я все доделаю, уже я вам покажу на канале, каким образом у меня выглядит
вот эта кофточка. Показывать все работы буду на манекене. Потому что я не хочу показывать себя, чтобы... Ну, так как город маленький у нас, я не хочу, чтобы меня быть настолько популярной и известной. В этом видео я вам показала свое вязание, свои итоги за неделю, ту работу, которую я проделала. Также я планирую на следующей неделе вязать кардиган и подготовить серию новых мастер-классов. Будет очень много интересной информации. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Если у вас колокольчик не включен, то вы пропустите видео, которые несколько видео опубликовываю каждую неделю. В неделю где-то выходит от 3 и более видео. С вами была Елена. Всем пока-пока. До новых встреч на новых мастер-классах на моем канале.